Здравствуйте, зрители канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня мы рассмотрим урок, как правильно набираются поплавки на шнур для того, чтобы посадить вверх сети. На поплавок, то есть вверх рыболовной сети, без разницы, рыболовной сети или делаете вы крыло на мережу, необходимо поставить там поплавок в шнур, да. Я вам покажу, как это правильно делается. Вот, допустим, я беру катушка, вот у меня есть, да, запечатанная даже, да. Ну, просто у меня метражка будет, там большой используется, скажем, 500 метров в этой катушке. Открываем катушку. Для примера я вам просто взял шнур 4 миллиметра. Но, как я вам и говорил раньше, используются шнуры на рыболовной сети наверх 5 миллиметров. Если вы делаете на кольцо сеть, да, то есть на шнур и потом привязываете кольцо, то можно поставить внизу там 4 миллиметра, 3, но меньше нельзя. То есть оно будет путаться, нету смысла. То есть перед тем, как подготовить, в дальнейшем, сейчас как бы идет урок, в дальнейшем мы уже рассмотрим, но можем как бы упустить этот момент и сразу как бы садить на поплавок, показывая вам. Но чтобы это сразу избежать, да, и показать вам. То есть шнур, вот как бы бобина у меня, здесь как бы начало веревки. Это шнур, плетеный шнур 4 миллиметра. Поплавки, да, поплавки бывают разнообразные, потом я вам позже расскажу, скажем, какой поплавок, что поплавок. Вот этот поплавок, да, вот он выглядит вот так, да, размер его там, скажем, ну, более точно я не знаю, скажем, по размерности его можно померить линейкой, там 5 сантиметров, 5, наверное, там на 3 где-то приблизительно, да. Плавучесть его я знаю, что там 35 грамм на метр. Его плавучесть, да, вот он выполнен как бы такой коричневый, да, он более жесткий, он хороший поплавок, он не раздавить его ногой, скажем так, случайно, еще что-то. Белый немножко пенопластовый, но он служит, но не так долго, чем вот такие поплавки, да, более такие жесткие поплавки сделаны. То есть берем шнур, да, и вставляем сюда на этот шнур поплавок. Поплавков мы вставляем в зависимости от того, какую сеть вы планируете сделать метражом. Как правило, поплавок ставится на сети от метра до метра 20. 1 метр 20 сантиметров. На более большее расстояние поплавок не ставится. То есть это неправильное мнение. Если кто-то ставит поплавок через 1,5 метра или 2 метра и считает, что это хорошо, это не есть хорошо. Верхница у вас провисает, и сад, и весь смысл теряется в сети. Поплавок ставится от метра до метра 20 на сеть. Просто подбирается поплавок по плавучести, смотря куда вы применяете и готовите сеть. Набираем поплавок. По поплавкам мы поговорим потом отдельно. Ну вот я тут для примера взял их 10 штук, к примеру, да. Я вам показываю просто уроки. Если там сеть там 50 метров, значит надо вставить приблизительно 50 поплавков. Если вы будете садить через метр, все 50, там 49 уйдут. Если вы будете садить через метр 20, уйдет меньше поплавков. То есть сядьте, посчитайте, просто математика, сколько вам. Ну, вденьте побольше этих поплавков, чтобы потом не оказаться, как бы, шнур закончился, вернее, шнур есть, а поплавка нет. Придется резать шнур, его сращивать. То есть вдеваем поплавки. Вдели на этот шнур. На производстве немножко по-другому, но я вам показываю, мы же изучаем моменты в домашних условиях. Как изготовить сеть, хорошую, профессиональную, чтобы долго она вам служила. Вдели поплавки. Теперь, допустим, дома, что есть как бы необходимо. То же самое, что нить в наборе челнока, что вот большая катушка
да, со шнуром, имеется шпуля, имеется отверстие. И мне надо точно так же поставить эту шпулю ровно, чтобы нить сходила, шнур, вернее, шнур также имеет шпулю, да, с отверстием. И чтобы точно так же, как в уроке первом набирания нити, да, на игличку, нитка должна сходить ровно. Также и шнур должен сходить ровно при посадке сетей. То есть должен равномерно отсюда стравливаться, спускаться. Для того, чтобы в домашних условиях, да, скажем так, использовать что-то, можно использовать тут просто как бы табурет. Табурет, да, стул, да, без разницы что. То есть просто табурет или стул. Сюда на ножечку, он так и стоит, как бы лежа. Одеваем шнур, наш непосредственно поплавки. И шнур ставим эту табуреточку за собой. И шнур потихонечку, когда вы будете поддергивать, будет вращаться и будет планомерно сходить с катушечки. Он не будет крутиться, будет ровно идти. Вот такие действия, непосредственно набор поплавок на шнур мы делаем.